Походу, авторы подтвердили наши самые худшие опасения. Финал сезона будет трагичный. Поэтому искренне и честно, нам нужно серьезно поговорить. Ведь новый 22-й эпизод 6-го сезона Леди Баг Суперкот под названием Леди Хаус оказался последним и явным намеком на то, какой нам ожидать конец в истории с письмом Габриэля для Адриана. И какой конец может ждать любви Адриана и Маринет. Благодарю Мегамилк и других подписчиков Бусти за огромную поддержку в виде большого флакончика валерьянки. Ну а мы начинаем. Начнем с быстрых ответов на 3 важных вопроса. Нет, Феликс и Кагами не поженились. Нет, Амели не знает тайную личность Леди Баг. Нет, я не Аглайер. В погоне за идеальной любовью с Адрианом, Маринет закапывает себя все глубже и глубже. Спустя почти 22 серии можно явно увидеть тенденцию в том, что чем больше и дольше Маринет скрывает от Адриана правду, тем скорее эта правда вырвется наружу с сокрушительной силой. Мне искренне печально смотреть на такую Маринет, которая не может физически выдохнуть и насладиться лучшей жизнью, но готовую до самой смерти хранить тайну, которая, по ее мнению, разрушит жизнь Адриану и которая разрушает ее изнутри каждую секунду. И самое печальное здесь то, что если бы она показала то самое злополучное письмо от Габриэля еще при самой первой находке, то последствия были бы гораздо менее трагичными, чем они ожидаются. Однако они всегда были бы печальными. Ведь то, что вдохновляет нас на величайшее добро, также заставляет нас творить величайшее зло. Но пока мы не перешли к пеплу и крови, авторы знатно постебались сами над собой. Момент, когда Маринет пересказывает жизненный путь Габриэля Агреста с момента потери жены, во-первых, затянутый. Во-вторых, капельку самоироничный, ведь Маринет акцентирует внимание на глупые поступки Габриэля, где вместо того, чтобы пережить утрату и травму, он решил разрушать Париж 5 дней в неделю и на праздниках, где, несмотря на сотни и сотни поражений, вместо того, чтобы смириться с горькой судьбой, он решил и по выходным разрушать Париж. Но казалось бы, вот финальный аккорд его злодеяний. Его финальный злодейский план был разрушен, и вместо него предоставлен шанс дожить хорошую жизнь вместе с любимым сыном. Но нет, он оказался крысой. И по приколу весь груз ужасной ответственности за все его злодеяния переложил на Маринет. Ну ладно, все это меркнет по сравнению с ужасным фактом. Его блинчики были сухие. Маринет шарит за выпечку, я ей доверяю. Невкусно и точка. Ну а я точно шарю, как можно создать полный разбор всего 3-го сезона Леди Баг Суперкот. Да, он уже готов и недавно вышел на моем бусте. Хочу просто напомнить, что на моем бусте, помимо интереснейшего 1,5-часового разбора всего 3-го сезона шоу, вас ожидает порядка 30 эксклюзивных видео, специально сделанных для вас. Кто желает поддержать Леру Мираculous и дополнительно получить смелые видео по Леди Баг на самые необычные темы. Но также не забуду сказать, что на моем бусте имеются и бесплатные эксклюзивные видео для всех желающих, только по ссылочке в описании. Натали, прекрасно понимая ситуацию, рассказывает только о лучшей стороне личности Габриэля. Это и честно, и никто не запрещал недосказывать о его негативной стороне. Она рассказала в целом о известной нам истории, как Эмили начала болеть, как Габриэль и Натали отправились на поиски лекарств, но, увы, ничего не обнаружили. Но стоит уточнить нюансы, которые Натали скрыла от Адриана. Отправился он на поиски конкретных 2 вещиц, а именно талисмана Божьей коровки и черного кота. Ведь в тот момент в руках Габриэля уже были талисманы Мотылька и Павлина, а также непереведенная книга чудес, по которой он смог понять одну важную вещь. Комбинация самых сильных талисманов – это шанс воскресить Эмили. Далее на очереди шла Тумэ Церуги, и мне понравилось, как Леди Баг из нервной полсерии Маринет прилетела и по факту заявила, что Тумэ не скажет Адриану правды, иначе ей грозят скелеты, кости, кладбища и черепа, а также 10-часовая вступительная версия заставки на португальском языке. Поэтому она продолжает рассказывать байку Леди Баг, где якобы монарх шантажировал Габриэлем и Тумэ, чтобы те на него работали, иначе их детишкам стало бы очень несладко. Это как раз могло объяснить то, почему эти двое поместили своих детей в белые клетки. Якобы они знали о злом плане монарха и таким образом хотели уберечь своих чад. На очереди у нас еще один интервьюируемый, родная сестра Эмили, знакомая нами Амели, которая, на наше удивление, переезжает из Лондона в Париж и присматривает себе новый дом. Зачем она переезжает? Чтобы авторам было проще вводить участие ее и участие Феликса в сюжет серии без сложностей в перемещении между странами. Да, это по крайней мере логично. У Маринет возникает с Амели сложность. Женщина наотрез отказывается лгать про Габриэля, то есть она вполне готова заявить о том, что он был монархом и тем, кто разрушил жизнь ее сестре. Наверное, речь идет о том, что именно из-за него она использовала талисман Павлина, а дальше вы знаете. Хотя стоит уточнить, что Эмили добровольно использовала талисман Павлина, а о печальных последствиях они оба не
были в курсе. В итоге Амелия, очень стараясь не говорить о правде, явно дала понять, что Габриэль в ее сердце отложился как явно негативная фигура. Далее на очереди из интервьюируемых идет специалист по пенсионерам. Я рад, что вы посетили мое интервью. Скажите, каким именно вы запомнили пенсионера старшего? Старым. Может быть, его положительные стороны? Он не пек круассаны. Но это не положительные стороны. Он их не пек. Это уже успех. Хорошо, может быть, помните какие-то его особенные запоминающиеся моменты? О да, их было полно. И какие они? Мемные. Финальным аккордом становится Леди Баг, которая врет, но говорит именно те вещи, и очень стараясь не перевирать, она, конечно, явно наврала. И это была не Маринет, а Алия, которую Маринет попросила создать иллюзию Леди Баг, дабы не было подозрений, куда делась Маринет при появлении Леди Баг. И да, это плохо, ведь мы прекрасно осведомлены о том, что Аля кровь из носа ненавидит кому-либо лгать. В данном случае ей нужно врать Адриану о том, что его отец был хорошим зайчиком, хотя Аля так не считает. И да, это главная проблема Маринет. Из-за нее все обязаны врать вокруг, кроме Спешл Кэта. Он по факту все сказал. Из-за нее Адриан почувствовал ложную надежду на то, что его отец был все-таки хорошим человеком и поступал в благих намерениях. И эта нарастающая надежда и облегчение сильно ударят по мальчику в будущем. Эта тема не просто та, о которой говорит нам весь сезон. Она звучит из каждой щели. Если ты врешь, не значит, что правда не вырвется наружу. Это не просто моральное наставление. И даже не намек. Это конкретный факт, который нас ожидает в конце сезона. И говорит он нам о том, что Адриан узнает правду. На это намекает и финал эпизода, где Эмили чувствует и понимает, что скоро Адриану понадобится новая семья. Та, что не будет скрывать от него важные секреты. И это явно намекает на то, что финал сезона очень сильно разрушит отношения Адриана с Маринет и Натали. Чем это именно закончится, узнаем уже скоро. Ведь финал сезона не так уж и далек от нас. Надвигающее потрясение настигнет Маринет. Возможно, она не хочет верить в это, но в глубине души понимает, что это неизбежно. Она старается всеми силами это предотвратить, но это лишь отодвигает неизбежное на недалекое будущее. Самая главная проблема в том, что сама Маринет не верит, что Габриэль герой. Несмотря на то, что она единственно знает всю максимальную правду, что несмотря на свою крысиную победу в конце 5-го сезона, все-таки решился отпустить прошлое и просто воссоединиться с ней воедино, с самой Эмили, дав Натали возможность жить дальше, ведь ее смерть была именно виной его деяний. Несмотря на все это, Маринет не помнит Габриэля хорошим, и в будущем ей придется о многом еще забыть. И по сути, об этом и был новый 22-й эпизод Леди Баг под названием Леди Хаус, мнение о котором я ожидаю от вас в комментариях. Будем вместе разбираться. Зачем-то нам очередной раз авторы напоминают о том, что в финале сезона нас ожидает самое острое эмоциональное стекло. Ложь вознаграждается, но лишь на время. И это время подходит к концу. Самое интересное, что тема лжи присутствует в данном мультсериале с самого начала. Уже не раз поднималась и морально давила на наших героев, чтобы дойти до самого пика и взорваться вот уже как скоро. А чтобы ничего не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал и не забывайте поддерживать видео лайками. А я прощаюсь ненадолго. До новых встреч!